В этом выпуске мы разберем тренировки самых мощных атлетов калистеники из Китая. Были времена, когда наши атлеты из СНГ доминировали и были примером для мирового воркаут-сообщества. Но китайские атлеты, узнав, что такое воркаут, стремительно догоняли наших. Ввиду информационной закрытости Китая, мы мало знали, что умеют эти парни, но пришло время это исправить. Досмотри до конца. А это Владарович. Атлет спит в каждом из нас, и я его разбужу. В любом деле, которым бы ни занимались китайцы, они сверхработоспособны, и воркаут не исключение, будь то отточенный передний вис, высокие подтягивания в нем, вис на одной, или притянутый широкий вис на время, обратный самолет, да что угодно. Стоит им только увидеть элемент, как тут же кто-то повторит и еще и более усложненную вариацию. Глядя на атлетов внешне, зайдя к ним в соцсети, мы видим некоторые общие черты. Небольшой рост в районе 1,60 м, вес 50-60 кг. Я не нашел ни одного мышечного воркаутера, хотя, если вот только этот. Уж не знаю, верите ли вы, что у парня натуральный бицепс, но горизонты он тянет отлично. Причем внутри у китайцев большая конкуренция по понятным причинам, поэтому они четко понимают, что нужно выделяться и делать что-то из ряда вон выходящее. Да, многие уже видели горизонты на пальцах, на 4, на 3, выжимание в стойку, а вот этот атлет делает горизонт на 2 пальцах, указательных. А они далеко не самые сильные, у большинства. А изюминкой на торте стал вот этот китаец, который схож на шаолинского монаха. На таком вот тоненьком тросе он умудрился сделать горизонт. Тут просто тяжело представить, как так можно вообще удержаться, даже опираясь ногами, но не спешите пробовать. Нужно укрепить и закачать пальцы. Все должно быть постепенно и безопасно. Сначала они отжимались на 10 пальцах, затем убирали по одному, держали так статику с колен. И если разобраться, то все довольно просто. Единственное, что на подобные укрепления пальцев может уйти до года. Да и в целом, подумайте, надо ли оно вам платить здоровьем суставов. Поконкурировать с китайцами в сильных пальцах может разве что вот этот атлет из Норвегии. Он планомерно идет к отжиманиям в стойке на одной руке и делает уже 4 раза, опираясь только на один палец. Обратите внимание, полная амплитуда. Это очень-очень мощно. Сила плюс баланс впечатляют. Если и брать базовое направление воркаута, то китайцы и тут не пасут задних. Посмотрите, взрывные выходы на 2, выходы на одной, выходы одной рукой, выходы с хлопком над головой. Или вот этот парень, сверхмедленно подтягивающийся на одной руке. Есть там у них и один китаец, автор, как я понимаю, крупного канала No Man Workout. Так вот, он тянет 18 подтягиваний на одной. Это соразмерно с нашим Димой Малаховым, о котором я делал полноценное видео. Посмотри на канале. Вот этот парень сделал 48 отжиманий в стойке. Результат, конечно, очень даже. А знаете за сколько? За 41 секунду. Как вам такое? Техника более чем чистая. А помните, в ролике про Ганнибала я упоминал вот такие вот подтягивания в уголке. А теперь посмотрите, что творят эти мощные ребята. Он просто подлетает к турнику в уголке и ударяется ногами. Еще и смотрите, какой хват. И это далеко не все, что я готов вам показать. Дальше поговорим про то, чем удивляют китайские девушки в воркауте и в какой отличной физической форме старики в Китае. Попробуем разобраться, почему так. Ребят, кто недавно начал свои тренировки, либо застрял и хочет быстрее прогрессировать, наверняка у вас накопились много вопросов, и вам будет интересен мой опыт и ошибки, тренируясь с 2011 года. Я подготовил для вас электронную мини-книгу по воркауту «7 ошибок начинающих в тренировках и питании». Описаны практичные и полезные вещи в тренировках, рацион питания и моя история. Если хотите поддержать канал, заходите по ссылке в закрепленном комментарии. Я отправляю книгу каждому за донат на символическую сумму. Это моя мотивация улучшать контент и работать дальше. И обращайтесь, если нужна консультация или программа тренировок. А если кто-то из вас хочет развивать себя на YouTube и уже начали вести свой канал, но не понимаете, откуда взять первых подписчиков и почему вас не смотрят, то обращайтесь ко мне за помощью в развитии канала. Тем самым я сэкономлю вам месяцы потраченного времени на ошибки. Напишите мне, контакты в описании. Там же и страничка с моими результатами и отзывами ребят. Двигаемся дальше к сюжету. Девушки в Китае, которые занимаются силовой калистеникой, тоже впечатляют. И выглядят они вот как. Она вам может и передний виз сделать, и по воздуху пошагать. И все это упирается во что? Правильно, в базу.
Девчонки тоже тренируют подтягивания, отжимания. Субъективно она не перекачана, чего многие опасаются, а наоборот подтянута. Но спина, конечно, не у каждого парня такое есть. Так вот, китаянки в воркауте подтягиваются на одной руке, делают выходы силой, ну а передний вис вы сами видите. Чистейшее исполнение. Плавно переходим к дедушкам и бабушкам, хотя их такими и не назовешь, в привычном понимании. Они раскованно двигаются, делают силовые элементы и даже соскок с турника. Как это вообще возможно в таком-то возрасте? По источникам, тут им уже за 65 лет, даже вот 85-летний способны выполнять несколько подъем-переворотом. Ну а йога, растяжка – это уже часть их культуры. Китайцы как с молоду занимаются спортом, так и постепенно переходят на более щадящие нагрузки. Но пример молодежи всегда готовы показать. Если в целом брать официальные виды спорта, то, скажем, в гимнастике китайцы отличаются особенным подходом. Терпеть через силу во время растяжки, упражнений на выносливость. Отборы в спортивные школы проходят далеко не все. С 4-6 лет их забирают из дома, и они живут в спортинтернатах почти все детство. Тренировки могут длиться в сумме по 8 часов, а допускаются дальше только те, кто хорошо себя показал генетически. То есть изначально предрасположен к этому спорту, ведь на очереди стоят и ждут еще десятки желающих попробовать. Но если человек проходит этот тяжелый путь и попадает, например, в национальную сборную, регулярно участвует в соревнованиях и представляет страну, то государство берет на себя многие бытовые и финансовые вещи. А спортсменов узнают на улицах, и они там настоящие звезды. Вы вот, например, сможете вспомнить олимпийских чемпионов или просто участников сборной своей страны? Думаю, далеко не все. Профессиональным гимнастам там предоставляется квартира в центральном крупном городе, автомобиль, да и в целом хорошая зарплата. Насчет развития уличного воркаута, по информации, которую я находил, все же массово калистеника как направление там не развита и больше ценятся официальные виды спорта. На площадках очень сложно собрать ребят, а в местных соцсетях и видеохостингах там воркаут не особо распространен. Ведь у них просто нет прямого доступа на YouTube, Instagram, Facebook и прочих популярных соцсетей. В целом, наверное, можно сказать, что у них много жителей, и поэтому больше шансов, что таких вот уникальных ребят, как из видео, становилось еще больше. Население Китая на конец 2021 года прогнозируется 1,5 миллиарда, с приростом в 7,5 миллионов за последний год. Но все-таки основные ограничения у нас в голове, и нужно всегда стремиться стать лучше. Теперь давайте вместе поразмышляем в комментариях. Как думаете, что у китайцев такого особенного, чего не хватает нам, чтобы также массово прогрессировать в базе элементов? Может, дело в их национальной идее стать лучшими во всем? Или может они реально генетически предрасположены лучше к воркауту? Да и далеко не исключение, что некоторые из них не употребляют что-то для восстановления. В общем, жду ваши мысли. Ребят, если хотите обмениваться опытом друг с другом по тренировкам и спрашивать у более сильных атлетов, то заходите в наше телеграм-сообщество единомышленников канала Владарович. У нас там совместный чат с другими атлетами, которых уже около 2500 человек. Там же я делаю и дополнительные материалы к выпускам на YouTube, аудиоподкасты к роликам и полезные статьи. Заглядывайте по ссылке в описании, пообщаемся. Ну и не забудь подписаться с колокольчиком на YouTube. Автор сюжета я, Владарович, разбуди в себе атлета. А сейчас я предлагаю тебе встретиться в других роликах на канале. Нажимай на плейлист, выбирай интересную историю и узнавай о новых героях.